Всем привет! Сегодня мы поговорим о свете в фэшн-фотографии. И Оксане. Фэшн-фотографии. И водички. Ты испортил видео. Оба эти снимки сделаны с правильной экспозицией, оба абсолютно технически верные, но смотрите, как они работают по-разному. И все дело в свете. Свет фэшн-фотографии — это не про то, чтобы хорошо было видно модель, это про настроение, про историю, про эмоцию. И как раз мы сегодня поговорим об этом. Ну а в конце видео мы расскажем несколько интересных советов, наверное, дадим, да? Как можно начать понимать, да, и начать работать со светом. Даже скорее это про понимание его, да, как физики. Давайте начнем с главного. Чем свет фэшн-фотографии отличается от света, например, в портретной фотографии? В портретной фотографии мы обязательно должны подчеркнуть достоинство нашего персонажа, личности, да, которую мы снимаем. Ну, это, как правило, наш клиент. Обязательно, если ему не идет, например, жесткий свет, мы не будем его снимать в жестком свете, мы его снимем в мягком, где мягкий свет подчеркнет его достоинство, его внешности. В фэшн же фотографии, наоборот, нас абсолютно никак не волнует внешность модели, мы подчеркиваем только те вещи, например, настроение кадра нам важна идея, концепция. И вот как раз светом мы подчеркиваем только это. И нам не важно, например, какие у модели черты лица, или идет ли жесткий свет, или лучше с мягким снимать. Модель не главная у нас в кадре. У нас главное в кадре — это наша идея и то настроение, которое мы должны, и эмоцию, которую мы должны вызвать у зрителя. Да, и как итог, свет фэшн-фотографии — это не про технические, да, решения, а про творческие. Да, именно так. Возьми, например, Хельмута Ньютона. Он работал в основном жестким светом, с глубокими тенями, с резкими линиями. И, по сути, это был его визуальный язык. Да, а вот Ирвин Пен, да, это уже немного другое. Да, это абсолютно другая история. Это мягкий свет в основном. Это очень такой, ну, не могу сказать, что совсем бестеневая картинка. У него тени были достаточно интересные, но совершенно мягкие. Картинка как будто дышала. И вот смотри, два разных фотографа, две легенды, по сути, да, но совершенно разных подходов к фотографии, потому что непосредственно идея, она требует разного подхода, да, и разного света. А давай поговорим про естественный свет, ну, потому что, наверное, с него все начинают. Да, естественный свет — это на самом деле правильно на старте, но нужно помнить, что он бывает разным, и понимать его природу. И он меняется каждые несколько часов, да, или минут. Но то, что он изменчивый, это не говорит о том, что он плохой. На самом деле рассвет, закат — это очень красивое время суток, да, и в нем можно снимать, и нужно даже. Вот. Это просто говорит о том, что нужно понимать задачу. То есть сложно контролировать. Да, это сложно контролировать. Если у вас, допустим, длительная съемка, вы должны понимать, что вы с этим светом не снимете всю съемку. То есть нужно дополнительные какие-то инструменты. Нужно, да, инструменты. А вот что касается жесткого света. Жесткий свет. Ну что у нас жесткий свет? Жесткий свет — это у нас солнечный свет, да. Такие глубокие тени, резкие, да, и это резкие тени на лице, поэтому, ну, тут с жестким светом, прям таким, который целенаправленно светит на модель, мало кто снимает, но на самом деле это тоже возможно. Я бы предпочитала, конечно, снимать тогда, когда солнце у нас как контровой свет. Это самый сложный свет, жесткий. Но, кстати, Хельмут Ньютон его очень любил, и вот этот жесткие вот эти тени, контраст этот стал его подписью. То есть получается, что жесткий свет, естественный вообще свет, да, не бывает какой-то плохой, да? Нет, он не бывает плохой. Самое главное его правильно использовать и контролировать. Ну, по сути, нет плохого света, просто есть неудачный свет под определенную концепцию, идею. Да, если у вас задумка такая воздушная, легкая, где нужно много воздуха, много свежести, понятно, что с жестким светом снимать нельзя. Если напротив у вас драма, какая-то глубокие тени, не знаю, жесткость какая-то, сила в кадре, конечно, жесткий свет здесь будет более выраженно смотреться. Да, это нуар хороший пример. Да. Ну, с естественным светом все понятно. А если вот человек хочет или готов начать работать с искусственным светом, с чего ему вообще начинать?
Например, с отражателя. Отражатель очень недооценен. На самом деле он не создает свет, ну, источник света, он просто перенаправляет уже существующий. На улице очень часто можно снимать с ним, практически он незаменим. В студии его тоже можно использовать, естественно, многие используют его. Это основное, и он дешевый. А еще вот белый картон еще используют. Да, можно использовать белый картон. У нас в студиях это обычно флаги белые, но это не совсем отражатель. Он не перенаправит свет как таковой, да, то есть его сила намного меньше, чем у отражателя, да, из-за поверхности просто. Но это как заполнение теней отличный вариант. Смотри, есть стереотип, что вспышка в лоб это как бы не очень хорошо, но это же ведь не так. Нет, не так. Сейчас многие фотографы используют намеренно вспышку в лоб. Это такой целый визуальный язык. Вот, он немножко делает фотографию немного репортажной, да, и это когда есть определенная идея, задумка сделать такой случайный как бы кадр, как будто тебя поймали, да, папарацци. Вот, собственно, тогда ее используют, и это достаточно неплохо и красиво получается. То есть дело не в том, что хорошо это или плохо, да, а дело в конкретной идее, в концепции, да? Да, это именно тогда, когда человек не намеренно использовал этот прием, а когда это получилось случайно, или, не знаю, он не знал, как по-другому снять. Когда это не в точку, когда это не попадание в идею съемки, тогда это, конечно, плохо. И тут не бывает, в фэшн-фотографии вообще не бывает случайностей. Все запланировано. А можно же использовать что-то другое для подобного эффекта? Ну, конечно, моделирующие насадки, всевозможные фотографы знают, о чем я говорю. Они работают тоже под задачу. Сначала нужно придумать, какое настроение вы хотите получить в кадре, а потом выбирать уже моделирующую насадку. Вот мне это очень важно как стилисту, да, я строю стилизацию под концепцию съемки. А вот расскажи, как ты, как фотограф, да, мыслишь вот в той же концепции? Да, точно так же. Например, допустим, я снимаю какую-нибудь историю жесткую, там, про силу какую-нибудь, не знаю, уверенность. Я, скорее всего, буду использовать какой-нибудь боковой, там, контровой свет, жесткий, чтобы подчеркнуть какую-то текстуру, еще что-то. Тогда настроение усиливается. Если, конечно, при такой концепции съемки я буду использовать мягкий свет, ну, в общем-то, наверное, сама история полностью развалится. Ну, то есть ты не передашь эмоцию? Нет, конечно. Да, и поэтому стилист и фотограф, да и вся команда должны думать в одном направлении и работать вместе. Да, именно потому что, когда, например, фотограф или модель, или стилист, или визажист, ну, как-то идут не туда, не в ногу, в общем, в принципе, потом картинка вся разваливается, ну, а свет – это неотъемлемая часть. Да. Можно я расскажу как стилист о свете? Поскольку стилисты думают немного иначе и вообще по-своему, да, воспринимают цвет. Да, конечно. Просто фактура ткани ведет себя по-разному. Допустим, атлас, шелк, какие-то легкие ткани лучше, допустим, снимать в направленном свете. Да? Если у вас это пайетки или какая-то такая фактура, да, глубокая, да, то лучше, конечно, может быть жесткий свет. Потому что, допустим, в рассеянном свете, да, оно все потеряется и не будет, как бы будет плоская картинка просто. Поэтому вот эти нюансы нужно знать и стилистам тоже, для того, чтобы понимать, какую концепцию придумывать, какую вы идею хотите, какой свет задать фотографу, то есть где это будет сниматься, при каком свете это будет сниматься, это все очень важно. Давай все-таки дадим конкретный план, когда человек начинает работать со светом, какие шаги ему нужно выполнить. Ну, это не совсем шаги, когда начинает, это для понимания и наблюдения, для развития понимания. Ну, тут важно, наверное, наблюдать в жизни за поведением света, да, это где угодно, в кафе, дома, как падает свет, какой день, как там пасмурный, ясный, как падает свет при солнце, как в пасмурный день падает. Очень интересно наблюдать, особенно в кино,
за использованием световых решений, да, всех. Не обязательно там естественный свет, он может быть и искусственным, но на самом деле в кино очень четко видно, насколько режиссер светом подчеркивает жанр, историю, вот эту драматургию, да, например, надо как-то усугубить что-то или заставить зрителя там волноваться или сопереживать, или напрячься, да, это в кино особенно очень хорошо видно. Вот мой главный совет – это действительно наблюдать за хорошими фильмами. Ну и смотреть, наверное, великих фотографов. Да, обязательно. Великие, да, фотографы, это очень интересно. И на самом деле то, что делали раньше, наверное, уже мало кто делает. И самое главное, что хотела сказать, еще добавить, самое главное, это самим практиковаться, самим делать какие-то опыты, там, практика постоянная, какие-то эксперименты со светом. И вот от этого вы будете набираться опыта. И мой совет как фотографа, наверное, снимайте в разных условиях. Утро, день, вечер, с отражателем, со вспышкой, просто с естественным освещением. Кстати, Питер Линдберг снимал в основном с естественным освещением, в черно-белую фотографию, да, и это одна из самых выдающихся и сильных фотографий в истории. А еще совет от меня: обязательно согласовывайте свет со стилистом перед съемкой, поскольку это очень сильно свет влияет на выбор одежды для съемки, и это может очень испортить вам весь проект. Главное, что нужно запомнить, это то, что свет – это не технический вопрос, это творческий инструмент, который создает настроение и поддерживает вашу идею. И прежде чем подумать, какой свет вы хотите использовать, вы должны четко знать, что вы хотите этим сказать. И напишите, пожалуйста, в комментариях, с каким светом вы работаете сейчас, какой вас привлекает и с каким вам работать, например, сложно. Мы можем разобрать это в следующих видео. А еще, если есть у вас какие-то темы, в которых вы хотели бы разобраться, тоже оставляйте их в комментариях. Мы обязательно их разберем в следующих видео. До встречи в следующих выпусках.